6 месяцев прошло с момента запуска моей программы. Программа «Деньги от апостола» заключается в том, что я плачу деньги за информацию. За 6 месяцев я выплатил более 50 миллионов русских рублей. Я плачу на карты банков РФ напрямую, на иностранные карты, на телефоны или же в крипте. Способы изучены, известны, вопросов ни у кого не возникает. Мне нужна информация от военных непосредственно с линии боесоприкосновения, а также от военных, находящихся в тылу, начиная от рядового состава и заканчивая старшими офицерами. Сейчас появилась необходимость в информации от МЧСников, сотрудников аэропортов и сотрудников НПЗ. Приоритетная связь по WhatsApp. WhatsApp не прослушивается. То, что вы получаете себе на телефон смс-ки, что ФСБ все контролирует, это все ложь и чушь. Второй канал связи – Telegram. Потом электронная почта для староверов. Пишите, отвечу всем. Если информация интересна, поговорим голосом. Информация всегда проверяется. Деньги наперед не платятся. Даешь добровольное согласие на запись и публикацию нашего интервью? Да. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, откуда? Это секретная информация. Вам она не нужна. Мобилизованный контрактник. Я контракт подписал с лагеря. С лагеря. За что сидел? Перевозка наркотиков. Сколько дали? 14 лет. Сколько отсидел? 4,5. Цель подписания контракта. Ну, скостение срока. Нас позвали на беседы. И спрашивают, служил ранее? Ну, срочку. Служил. Кем был? Водителем был. Ага. Соображаешь в технике? Ну, да. УАЗики, там, КАМАЗы, все это. Все. Пойдешь, говорит, техники много сломанной. Я говорю, ну, пойду. На этом согласился. Как бы больше, ну, не было такого, чтобы там. Ну, ты хочешь сказать, что если бы ты понимал, что ты должен идти воевать, то ты бы не пошел? Но слухи же ходили, что нас вперед всех толкают. Да. И из-за этого бы я бы не пошел. А вот на рассказе, что мы разговаривали именно по поводу машины делать, из-за этого пошел. Я так понимаю, машины ты не сильно делал? Как не делал? Делал. В каком году месяце подписал контракт? 19 января 24 года. Немного ты, походу, навоевал. Ну, до 1 марта. Куда привезли в Украину? Нас в Ростове самолет приземлился, высадили в КАМАЗы и увезли на полигон. Ну, там пустырь такой. Потом мы уезжали, нас никуда не выпускали. Там 8 человек взяли грузить продсклады. И я попросил эту военную полицию до заправки дойти. Еще раз, в Луганске где-то? Нет, я не знал, где мы. Да. Попросил его до заправки дойти. Мы заехали, населенный пункт какой-то, на КАМАЗе поехали, грузить продсклады. Заехали, пока ждали, долго ждали. Я говорю, пойдем сходим на заправку, поесть купить. И зашли, купили на заправке, а я на чеке посмотрел, что был город Новоазовск. Новоазовск. Да. Так, дальше. Вот оттуда мы туда прилетели 21 января. Там нас разделили, поделили. И 16 февраля нас привезли уже в Александровка, Донецкая область. Там в домике расселили пару дней и начали приезжать, описывать с компьютерами. Ну, я не знаю, кто они там. Без опознавательных знаков. Ну. Опять же, отобрали, нас было, приехало 106. А что они с компьютерами описывали? Вас типа переписывали? Да, всех. Фамилия, имя, отчество, там, размеры, все такое.
также по 40 переписывали у кого кто. Угу. И все. И потом половина нас была в этом домике. В 2 домах 22 человека. И нас разделили. 12 человек убрали, и нас 10 человек осталось. Мы еще 2 дня там прожили, потом приехали за нами. Сказали, переедете чуть повыше. Ну, мы где-то ниже жили, повыше, где остальные живут. С рота. Все, переехали мы. А вы там между собой общались, вы уже поняли, что происходит, или еще до вас не дошло? Ну, нет, как бы с дома как бы не выходите, смотрите, там птицы могут там гранату скинуть. Ага, понял. Все, когда перевезли, все, пообщались с каждым лично с нами, кто чем, что, кто на воле что делал. Вот, как бы, ну, я рассказал, что как. Все, там у них машины, 2 Нивы сломаны, УАЗик. Типа, сможешь его? Конечно, смогу. Вот я и стал ими заниматься. Ага. Первые 3, ну и 1 еще с другого дома, вышли на выход. И вот когда они через 3 суток вернулись, и вот они начали рассказывать. Ну, слушали как бы, как что происходит, что-то. Не вернулось 2, в общем. Что они там... А куда они ходили, ты понял? Поначалу нет, какая-то труба, и как бы мне не до этого было, потому что мне вот машины делай, ковыряйся, я каждый день утром уходил, вечером приходил, поесть придешь, идешь. Ну, рядом гараж стоял в другом доме. А так, что говорят, то что они после этого выхода дня 3 пили только. И один только сказал, один из 3, кто вернулись, он говорит, вообще, вот, говорит, ну честно, я больше не хочу идти, говорит. А сколько их 3 вернулось, а сколько не вернулось? 2. 2 не вернулось, Да. 3 вернулось, всего 5 было. Так. Ну, их, может, больше было, просто что осталось 2 там. Где-то дача, возле труб какие-то, где-то на каких-то развалинах, я так и не понял. Так. Как бы... Ну, он говорит, вообще я больше идти не хочу. И что, он не объяснил, не рассказал, что там было, как там было? Ну, они именно нет. А вот кто последний пришел, вот они пришли сначала 2, Ага. потому что они ночью пришли. Ну, как бы дверь открыли, они зашли, все. Я думаю, что с ними стоят? Потому что у меня утром, я и за запчастями сам ездил в город, в Донецк покупал. Думаю, утром вставать все равно расскажут еще. И пошел спать, лег. Но слышу, еще кто-то пришел, еще один. Вот. А он уже утром, я когда приехал с этого, с города, с запчастями, и вот он рассказывал. Я говорю, что, как, ты-то где был? Я говорю, 2 пришли, а ты где был? И вот он говорит, ой, говорит, это вообще, что как бы, и они дошли до какой-то трубы, я тогда не понимал, что за труба. Ну, суть, что объяснили, говорю, что за труба, что она под дорогой. Бетонная труба. Ну да. Вот, в ней они сидели, потом они куда-то их отправили дальше, они пошли. Было, получается, 2 группы. Вот, в одной было 3, и в другой, получается, тоже 3. Так. И вот наших 3, кто были, с ними старший был. 1, а вот эти вот, они поделились. Вот 2, которые сказал, больше не пойду, они остались в трубе, а 2 наших, которые с нами приехали, и 1 с старого состава, они пошли. И вот он рассказал, что началось там, начали Сброс? птицы, да, сброс, они забежали в какое-то разрушенное здание, а там, говорит, так все отточено, что где-то дырка там, кидает в них. Короче, закидала их гранатами, этими, у одному там вот ноги оторвало, второго ранило, что вообще, он говорит, я их перематывал, перевязывал. Там остались, он убегал по этому квадрату, говорит, от них, от бомб этих. Потом кое-как выскочил, и ему один сказал, который еще, говорит, в себе был, что, говорит, и уже, говорит, 100% типа не выживу, ты давай, говорит, вот держись, говорит, там какая-то река, говорит, она у тебя должна быть постоянно слева, и ты по ней иди и выйдешь. Но я, говорит, вышел, говорит, опять от этих бегал, говорит, за посадку забежал куда-то и увидел эти горы, ну там насыпь какая-то, как горы,
на Донецке где-то, как она, Петровский район. Ага. Вот у него там как горы. Он говорит, я на них ориентир взял, говорит, и пошел. Дошел до руин, там до каких-то кое-как добежал. И там уже сел, спрятался, говорит, за стенкой развалины. Слышу, говорит, кто-то идет. Выскочил с автоматом на них. Но одного он узнал, что когда-то нас когда раскидали, что мы в учебке были вот вместе. Короче, на ваших вышел. Да, проходили, он Ну, вышел это туда. не сильно интересно дальше. Ну, понятно, пару человек погибло, пару человек прибежало, выбежало. Вот. Какой на вас произвел впечатление этот рассказ? Ну, он еще раз, когда рассказывал, уже был взводный. И я по глазам взводного увидел, что он ему не верит. Ну, не верит, не знаю почему, но Ну. не верит. Он думал, что он просто бросил их и убежал. Да. Вот так. Но рассказ, он тоже весь он весь в панике был, в шоке, что как так, что закидали. Как бы, ну, я так думаю, послушал это все. Те так, которые еще двое, один так и говорил, что я не пойду, я не знаю, что делать, типа. Как бы я послушал, думаю, ну, я в надежде был, что меня никуда не отправят. Потом еще ушли на выход люди. Что их тоже сколько там, не помню, то ли 3 дня, то ли 4 дня не было. Угу. Все, ну, в протяжении, как я там вот был, 2 недели прошло, я все занимался также машинами. Потом вечером у меня уже все, завтра ты едешь в город, там покупаешь то. Понял. Люди приходили, частично возвращались, частично не возвращались. Да. Ну, И все, и вечером уже все, я домой пришел, и по рации вызывают обратно. Ну, там, где машина стояла, надо было которую делать. Я обратно прихожу туда, там уже пацан, который со мной тоже делал машины. И сидит ротный. Ну, и они, кто живут в домике в этом, сидят за столом все. А он говорит, смотри, типа, ты пойдешь, говорит, и с тобой еще, говорит, 3. Один, он вас доведет до трубы, говорит, а вы 3 дальше пойдете, потому что он не сможет, у него ноги отморожены. что это за трубы вообще? Ну, я расскажу дальше, Ну. что это за трубы. Давай. Я так посмотрел, я говорю, так я же вроде как это. Он говорит, да там ничего такого нету. Да. Самое главное, говорит, ну и страшное, это через поле, говорит, пройти. А там, говорит, окоп, мы за ним, говорит, наблюдаем, он пустой. Вам надо пройти, говорит, туда, сесть там, через сутки вас поменяют, и все, говорит, и вы дальше, говорит, вообще никуда не будете ходить, так же сам занимайтесь своими машинами. Ну, вроде просто, никого нет. Все, говорит, давай, собирайся, полчаса на сборы. Ну. Все, мы собрались, нас увезли на БТРе. До Марьинки довезли. Там вышли в школе в разбитой, получил рацию. И все, и проводник нас повел. Проводник нас довел, по Марьинке вел, довел до определенного места, дальше я, говорит, не иду. И вот этот с обжженными, ну, с обмороженными ногами он повел нас. Все, и давай, ну там тоже... Он нормально ходил, да, с обмороженными ногами? Ну, так, переваливаясь на ногу, у него там пальцы черные уже были. Он не это... В госпитале, как он сказал, в госпитале сказали, типа, что нормально, у тебя все пройдет, а он первый раз он на тех же трубах и обморозился. Все, мы пошли в один подвал, там переждали, в другой подвал. Так это один из тех, кто уже ранее ходил и понимал, что его ждет, что вас ждет? Да. Но там шибко никто ничего не рассказывает. Понятно. Все, вот мы дошли до трубы. По лесопосадке мы быстро шли прям и дошли до первой трубы. Первая труба, это трубы, вот дорога идет. Железная дорога? Нет. Просто дорога асфальтированная, машины, да, только она разбитая. Ну, вся. понятно. И трубы под ней. Если, допустим, вода будет, то она будет перебегать, чтобы не затопляла. Понял. Вот в этих трубах сидели. В одну, вот там 2 трубы, в одну нас не запустили, типа народу много. Во вторую мы зашли, потому что она вообще не та забаррикадирована, а та пустая. Мы в ней посидели минут 20, наверное, и пошли до второй трубы. Вторая труба, это называется тоже еще там 2 трубы таких же. Дальше прям. Вот мы до них дошли, опять же туда забежали, потому что там услышал он бабайгу.
Посидели там, наверное, минут 40, наверное, и все, и по рации говорят, давайте идите. Вот мы вышли втроем, все, этот остался. А что он остался? Но все, его задача была довести нас до этой трубы. Вот с морожеными ногами остался. Понял. Но мы вышли, один еще, его надо было поменять, кто с нами был. Он прям упал, говорит, все, я не могу, я не пойду. Чего? Ну, устал идти по лесу. Ну, вот так. Старый был, больной? Да. Ну, лет, может, за 50. Так. Но они по рации говорят другого, тот тоже, я ногу подвернул, ногу, ну и там в трубе сидел еще один, и его моложе. Его взяли. Все, мы вышли, мне говорит, по рации, все, мы вас ведем. У нас плащи были, говорят, плащи одели. Как они называются? От тепловизора, что ли, такие. И все, они говорят, все, дорогу переходите, дорогу перешли, и теперь, говорит, идите прямо. Ну, там прямо, чуть правее, чуть левее. И вот так мы прошли 2 километра почти. Там лесопосадка. Все, до нее дошли, спустились в окоп. Так, как они говорят, по-сомалийски, говорит, стрельните, никого. Ну, так, шугануть, чтобы стрельнули, все, никого нет. Все, мы осели в них. По рации связь поддерживаете все это время? Ну, она так, ближе к окопам, она прям плохо. А так сбоит, но да, что-то. Да, работает. Все, и задача была продержаться до сутки, и нас поменяют. Мы назад уйдем, и все. Дошли вы до окопов? Дошли, да, рассвело, что. К вечеру уже потемнело, когда на рацию вышли опять. Ну, периодически выходили, что, все нормально? Нормально все нормально. И когда уже стемнело, они говорят, ты помнишь пароль, который тебе говорили, когда группа будет прийти? Ну, придет вас менять. Я говорю, ну да. Типа... А какой пароль? Там пароль был позывной ротного. Ага. Что? Какой позывной ротного? Храм. Храм? Да. Ага. Ну и через минут, наверное, жди, говорит, минут через, наверное, 20, наверное. Он мне говорит, короче, они пароли не знают. Кто они? Ну, кто идет. К вам кто-то да, идет? Да, как? с 3 человек, и они не знают пароль, типа, они не сказали, значит, по рации слышно было, что ругали, как, почему не сказали, что ничего не это. Потом он говорит, короче, он твой позывной кричать будет. Я говорю, ну ладно, все. Иди, говорит, встречай, уже, говорит, они на подходе. Но мы втроем были, с блиндажа я с одной стороны вышел, еще один с другой стороны. Я смотрю, вот они, ну, слышно, идут они уже прям, вот они подходят. Они зовут, я говорю, да, я говорю, здесь мой позывной Кисель, что. Ну и пацаны им уже, они так прошли, что ко мне через кушери надо было проехаться. Они так прошли и с той стороны зашли. Все, зашли. Так, ну, я-то их не знаю, как там познакомились, где что. Потом пригляделся, смотрю, один с нашего дома был, который с нами жил. Ну, вот. Ну, этот он не отвечает. Мне на рацию говорят. Я говорю, что? Он говорит, дай ему рацию. Я говорю, они там сидят, они отдыхают. Я говорю, что, мы отходим? Все, как бы, ну, прошло сутки. Он говорит, нет, эти дальше пойдут, вас же другие сменят. Ждите, говорит, дальше. Им, говорит, его зови этого. Ну, я отправил пацанов, говорю, давай тащи быстрее сюда. Он пришел старший их и говорит, у меня рация не работает. Они ему говорят, как рация не работает? Давайте, говорит, что-нибудь меняйте, рацию, возьми мою, мол, рацию. А у него была как телефон такая одна. Ну, в общем, рация не работает. Он говорит, ему тебе надо 200 метров пройти еще в ионной группе. Меняйте рации. Мы начали рации этого, ну, и они все пришли, ну, еще 2 их пришли сюда. Ну, один говорит, что-то кто-то, по-моему, разговаривает. Я говорю, не может быть. Это где все наши? Он говорит, пошел посмотрю. Ну, и он вышел с блиндажа и пошел. Этому мы пока рации там разбирали, переделывали. Крик какой-то услышали, мы раз притихли. Ну, кто-то кричал, что-то непонятно было, пока разговаривали. Раз, выстрелило, пошли, и гранату кто-то кинул. Все, сразу же замешкались, бац, слышим, прилетела она, птичка. Все, началось, бац, выскакиваем, кто куда, кто что, давайте где, ну, где кто идет-то, непонятно кто.
За оружие схватили, все, выскакивает. Я выскочил в сторону, смотрю, это где-то там, ну, тень вот на углу окопана. Ну, и поверху так стрельнул пару раз, обратно забегаю, никого нету. Этот, кто с рацией, он рацию домотал, тоже туда выскакивает, в ту сторону убегает. И еще один, вот они втроем выскочили. Я смотрю, где-то этот подбегает один, мне говорит, у меня автомат не работает. Я говорю, как у тебя автомат не работает? Ну, не стреляет он. Я говорю, ладно, держи, говорю, автомат. Он держит автомат, и все, и прилет начал. Мы забежали в блиндаж, сели, один наш где-то остался там. Выскакиваем опять с блиндажа. Я говорю, что делать? А эти двое, они мобилизированные как бы. И, этот куда-то вышел, и его нету. Я говорю, я не знаю, что делать. Что, как? Вы же идут уже. Ну, шок просто, как бы, все, бац, опять. Понял. Ты Слышно? натурально это все. Баба-Яга летит. А там звук такой, ну, прям как вертолет, наверное. Все, и мы, я поворачиваюсь, бегу опять в этот блиндаж, там уже двое эти лежат. Мы, говорит, 300-й. Я говорю, 300-й. Я говорю, Баба-Яга прилетела. Я говорю, что делать? А он говорит, По рации говоришь? зачем? Вот они, которые вот туда убегали. Я говорю, а третий где ваш? А он говорит, не знаю. Все, и вот она Баба-Яга этого, они легли так на этот. Я возле них присел, как она шандарахнула в этот. Я выскакиваю, обетовался, вроде нормально все, но в ушах звенит. И я туда выскакиваю. Ну, я не понял, зачем я туда побежал. Туда выскакиваю, слышу только щелк. Еще одно, что-то полетело. Я разворачиваюсь и обратно. И, меня осколками задевает, попадает в поясницу мне. Я заскакиваю туда, побежала, все по ногам. Опять на них. Залетает с этой стороны, кто со мной еще был, говорит. И опять это фигня, Баба-Яга опять прилетела. Он говорит, все, нам хана, говорит. Я говорю, подожди ты. И он, залазим опять тоже к ним же, на них же прям, чтобы спрятаться, потому что там, небольшая это. Еще одно нам эту ТМ-ку сбрасывает, как бабахнуло. Он говорит, пошли туда. Там в блиндаже наш еще один, кто с нами приходил. Мы выскакиваем с нее, быстро перебегаем в тот блиндаж, он ранен лежит. Уже булькает у него, он лежит, буль. Мы в нее залазим, опять прилетает. А буль, это что имеется в виду? Он Сорта дышит, уже все, да, дышит, да? буль уже. Понятно. Опять еще раз подлетает Баба-Яга, скидывает, там, опять же возле нас, как она рванула, все, он уже, не булькает, все, уже приветовался. Слышим еще какие-то выстрелы, опять эти эвки, наверное, скидывали. Опять она подлетает. И вот 4-й раз она как дала там вообще ни воздуха, ничего, ни этого было там прям чуть на себе рви все. Улетела и все. И только вот было рядом скинется граната. Мы сидели. Что делать? Выйдем, сейчас застрелят. Что делать-то будем? Я говорю, что делать-то? И он, я не знаю, давай до утра подождем. Сейчас, если выйдем, они там стоят, и нас застрелят. Давай подождем. Я говорю, а какая разница? И здесь застрелят. Вроде нет никого. Слышно только, что птица одна висит, улетит, прилетает, раз, скинет там где-то, где мы в том блиндаже сидели. И вот такими этими рассвело уже. Прилетел этот камикадзе. А я взял на крышу, он открыто было, я взял палки с крыши, чуть-чуть вот так скинул, сбил после первого прилета камикадзе. И слышу, вроде птички нет, землю начал подгребать, чтобы он не залетел вовнутрь. Вот 6 штук. 6-й уже, когда полетел, от них закрывались. Все, я говорю, все, я больше не могу. Он говорит, все уже, я тоже так же. Я говорю, надо выходить. Я говорю, куда? По полю, я говорю, мы не добежим, белый день, просто застрелить. Давай, говорит, вдоль лесопосадки. Я говорю, куда мы вдоль лесопосадки пойдем? Он говорит, мы вот назад, говорит, будем идти, потом свернем и выйдем как раз на трубы. Все, выбегаем. И по лесопосадке побежали, как
Ну, как в обратную сторону. Опять птичка, она скидывает гранату на нас, мы... А вы вдвоем бежите? Да. А там трое уже осталось, в общем, что? Там мы, когда выбегали, посмотрели, там просто ямы от ТМ. Все разрушено, все разбито. Вот, мы только выбежали. Короче, 3 двухсотых, да, я так понимаю, осталось? 4. 4. 4 двухсотых, и мы вдвоем выскочили и побежали по этой. Бежать не могу, у меня еще нога тащится, но кое-как бежали, и деревянный, как этот, ну, как верандочка такая, сооружение. Вот мы в нее забегаем, и еще один опять камикадзе, он в нее врезается, нас не застает. А не пить ничего, сутки не пили, бутылку тут нахожу со льдом, отстучал ее только попить. И с этого, окопы туда так идут дальше. И с окопов уже раз появляются руки вверх, бросайте оружие, если хотите жить. А у нас оружия-то не было, потому что оно все погнулось. Все, мы вышли сразу же. Короче, не зная, мы бежали в сторону, получается, где блиндаж их не был. Понял. И они... Ну, все, быстро срезали это и быстро-быстро нас увели туда, в свой блиндаж. Понял. Понравилось? Не, Не очень, да? вообще не очень. Нацистов видел? Нет, Натовцев? нет. Ну, у вас же там Уже рассказывают, спрашивали. что нацисты, блядь, натовцы. А я уже спрашивал. Нет, я говорю, у меня там спрашивали там тоже, да. Вы же это когда нас... Я мог уже спрашивать, ты уже сегодня 7-й, наверное, по счету, так что я уже не знаю, кого я что спрашиваю. Не видел ни натовцев, никого. Индусов видел только здесь, в СИЗО. Они не пальцы, скорее всего. Ну да. Вот, Ну, похоже на индусов, да. а так никого не видел. Ни знаков не видел этих. Знаки, блин. Я не говорю за маргиналов каких-то там, которые там в России там ходят себе или там в Украине бьют свастики и так далее. Такие люди, наверное, были, есть и будут. У вас же говорят, что у нас именно нацистский режим тут, понимаешь? То есть у нас вообще все вокруг должно быть прям такое. Ну, у нас в лагере, как бы пропаганда вот это идет. Не в самом лагере, а вот что показывают. Там же нельзя смотреть. Сейчас расскажешь об этом, не забудь. Добрый день, меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Ваш муж у нас в плену. Или это мама, или это жена? Мама умерла, это жена. Жена. Просто не очень. Будете с ним разговаривать? Буду. Разговор под записи для публикации. Бери в руку разговор. Привет, родная. Как дела? А ты как думаешь? Ну, ты знаешь, где я? Знала или нет? Знала. А кто сказал? Мне звонили 5 числа. 5-го? Да. А эти вояки наши знают, где я? Или нет? Я не знаю, они не общаются со мной. Те, кто были, не отвечают. Даже Ольга не отвечает. Я писала в Министерство обороны, до сих пор мне ответ не пришел еще. Военкомат сказал. Никто ничего не говорит? Я письмо написал Красному Кресту сегодня. Но оно придет... Официально ты без вести пропавший. Официально я без вести пропавший? Ну, мне, в принципе, так сказали здесь, что так и будет. Что я без вести пропавший. Как бы этот... У нее есть еще один телефон? Или рядом у кого-то есть еще телефон? Чтобы записала тебя, чтобы с экрана У записала. тебя телефон есть еще один, чтобы ты меня записала с экрана, что я говорю? Подожди. Помогите, подожди, не говори, они не знают. Я могу рассказать за то, что бы там мне сделала на перевод, нашла волонтеров. Можешь. В первую очередь, если она тебя будет записывать, представься, кто ты, что ты, где служил, находишься в плену. Чтобы она там понесла куда-то в Министерство нападения и показала. Ну, что ты не без вести пропавший, что ты в плену. Понимаешь, о чем речь? Да, да. Снимаешь?
Я Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. уроженец Российской Федерации с города Омска. Нахожусь в плену. Я жив, я не без вести пропавший. Где воевал? Где воевал? Подразделение. Зачислен к части 91 708, 103-й мотострелковый полк 150-й дивизии, 3-й батальон, 8-я рота. Дислоцировались в Донецкой области, село Александровка. Оттуда я ушел 29, по-моему, февраля в сторону Марьинки, и недалеко, 3 километра от Марьинки, попали в плен. И по сей день я нахожусь здесь. Все? Да, наверное, все. Все, вот это видео, все, вот это видео предоставишь там в военкомате кому-нибудь этим, что я живой. Можешь обратиться в комитет солдатских матерей. Есть такая организация. Ванечка, я уже везде обратилась. И что, никто ничего не говорит? Пока часть не признает тебя военнопленным, Ну так в часть это видео пусть занесет там как-то, не знаю, отправит. Попробуй в часть. часть со мной на контакт не идет. Все общение с частью путем писем. На каждое письмо они могут отвечать в течение 2 месяцев. То есть стена какая-то глухая. Мы никому нафиг не нужны. Я пишу. Часть. Сильно. Никому не нужны. А этот, кто общались, вы с женами с кем общались, они тоже молчат? Так удивляешься, вроде как ты думал, что нужны, знаешь? И ты тут раз типа выяснил, что не нужны. А думал, нужны? Ну, как бы да. Тоже молчат все? Ольга пишет, что она ничего не знает. Там говорят, знают, что ты в плену. Больше никто не отвечает. А это где мы жили? Где мы жили, говорят, знают, что мы в плену? Да. Ага. Что им передали по рации по твоей. Ну все-таки знают. Все понятно. Передали по рации, то есть это наши, получается, Да, с вашей передали по рации рации. передали, что вы в плену. Да. И я думаю, знаешь, даже больше, они хотели вас прям там, скорее всего, обменять. Знаешь, зачем это делать? Да. Называется полевой обмен. Да, я уже наслышал об этом. О полю обмена. А ваши знаешь, что ответили? Че? Понятно. Короче, еще такое. Найди в интернете. Здесь звонки есть. Они раз в месяц. Звонки-то это очень тяжело вам будет. Слушайте, а как так получается, что мы со своей стороны вон его показываем, там в списки внесли, короче, все есть, и как бы говорим, вот он ваш военнопленный, заберите, а с вашей стороны вообще не Я не шевелится. знаю. Не знаете, да? Мне сказали, не вы первая, не вы единственная. Ну да, конечно. Потом вам еще будут рассказывать, что украинская сторона обмены задерживает. Мгм. Рассказывай. А уже рассказывают? Прекрасно. Тут, понимаете, нелогичная какая-то ситуация. Вот он у нас сидит, как бы он у нас в списке военнопленных, и мы как бы его готовы взять за руку завтра отдать. А у вас он даже не в списке военнопленных. Но мы задерживаем Мне обмен. сказали, что в список военнопленных добавляют только тех людей, у кого есть официальный статус военнопленного. Официальный статус военнопленного может дать ему только командование той части, к которой он относится. Слушайте, статус военнопленного могут дать только если он в статусе военнопленного, а статус военнопленного может дать только командование части, которая с вами не коммуницирует. Я понимаю эту всю чепуху, то есть я ее не понимаю, я вам про другое говорю. То, что он военнопленный, доказать им должна я. Каким Конечно, образом, никто не понимает. конечно. Ну так я же вот вам и говорю. Вот он у нас, вот он в списке. Вот вы знаете, где он даже находится. Вот вам уже видео вы с ним записали. Пойдите, докажите.
Что он, ну, да. А вам уже сейчас, то есть уже рассказывают, что украинская сторона задерживает обмены. Хотя мы с нашей стороны делаем максимум всего того, чтобы доказать вам, чтобы вы могли доказать у себя в части, что он военнопленный. Понимаете абсурд, не? Понимаю. Да, вот такие вот дела. А знаете, что самое интересное? Я вам не говорил тоже. Да, скорее всего, что даже если его поменяют, его просто отправят обратно. Отправят. Об этом тоже говорят. А, уже говорят. Ну, смотрите, у вас честные ребята стали все. Уже правду говорят. Начали говорить. Раньше не говорили. А кто вам это говорит? Те, кто там побывал и вернулся. Это же не секрет. На просторах интернета можно найти все. Это я понял. Я думал, вам в части как бы сказали, что... Ну, то есть... Часть со мной не общается. Я понял. Ну, там кто-то из официальных. Вот такая вот ситуация, как бы билет в один конец. А скажи, пожалуйста, много шансов у тебя будет, сейчас тебя вернут после обмена, еще годик повоевать и выжить? Нет. Не? Да какой годик? Ну, такой годик. А сколько? Ну, это я так беру годик, я же не знаю сколько. Вообще-то это до финала вся история, если ты не в курсе. Нет, я говорю не то, что какой годик. Там и следующий выход, и я думаю, все. Просто. Но если меня обратно туда отправят. Следующий выход уже может так не повести, как этот, да? Ну да. Может и не повезти. Ну, что мне остается? Мне остается только передать всем ребятам, которые там на зонах где-то сидят, которые там решили там себе срок скостить, там, короче, я не знаю, биографию очистить. Приезжайте, у нас тут хорошо. Замечательно. Если через неделю вас не убьют, то убьют через 2. Ну, не через 2, так через месяц. Ну, хорошо, максимум через 2. Я правильно говорю или нет? Да? Ну, все, приглашайте тоже еще. Всех в гости зовите. Всех, кого гости. Ну, всех, кто с вами там сидел где-то там. Ну, пусть жена передаст всем. Немедленно пусть мобилизуются. Контракты подписывают. Да, пусть подписывают контракты. И здесь места много. Да. Где здесь? В лагере? И в лагере, и в СИЗО места много. И фашистов я не видел. Так это же до лагеря, до СИЗО, это же еще ж надо, чтобы Да. фартануло, чтобы попасть. Это еще попасть надо. До самого лагеря надо дожить. Как бы. Ну, А так, видишь, тебя фартануло, и тому пареньку молодому, который с тобой, 2. да. А 4 не очень? А 4 не фартануло. А ты знаешь, как их зовут, этих 4? Ну, я 2 позывные только знал. Не позывные, наверное, ничего не решают. Нет, там просто родственники своих ищут, в общем, пытаются. Нет, не знаю. Это все заключенные, да? Которые, блин, Один. Один. Был, остальные нет. остальные мобики. Да. Как бы нет. Вот так. Я понял. А как вы будете выходить из этой ситуации? Я лично, Да. ну, если все-таки поменяют. Ну, я послушал, что попробовать можно расторгнуть контракт. Ну, смешно, конечно, но с военным юристом, с какими-то, которые не знаю, может, знакомый кто есть, у кого спроси, как это можно. А потом говорят, отпуск есть. После отпуска тебя обратно ворачивают. В Турцию в 5-звездочный отель отправляют. Ну, нет, говорят, домой отправляют. Ну, либо совершу что-нибудь, чтобы меня обратно посадили туда, где взяли. Как бы больше выходов нет никаких. Короче, статистика повторного попадания в плен, она вообще очень низкая. Я видел, слышал только в СИЗО. Есть, но очень низкая статистика попадания повторного в плен, потому что тех, которых пускают повторно, их уже пускают так наверняка, чтобы они уже в плен не попали. Ну, и это тоже я слышал, мне говорили. Уже так вот, конкретно. Прям, да, это я слышал.
Потому что я как бы плотно общаюсь с вашим контингентом. Я видел 2, которые повторно зашли. 2. Ну, наверное, про них и говорят. Всего лишь. А тех, которые повторно вернули, их, я не знаю, сотни тысяч, я не знаю сколько. Ну, понятно. Шансы невелики. Да. Вот. Ну а у вас вообще как дела? Вы ходили на выборы Путина, чтобы проголосовать за Путина? Нет. Чего? Я вообще на выборы не хожу. Ну он же отличный парень, правда? Не знаю. Начал такую классную вот эту спецоперацию. Смотрите, какие все довольные теперь. Как всем жить стало лучше. Да? Ну Наверное. вы же ощущаете на себе, правда? Нет. Нет? Что все Ну, чё подорожало? так? А? Подорожало только что все. Подорожало? Да разве страшно это, что подорожало? Если раньше стоил бензин 30 рублей, а сейчас он 50 стоит. Кто? Бензин. Бензин. Это страшно. Главное, зато вы взяли разрушенную Авдеевку. И Маринку, по которой я Маринку. пошел, посмотрел руины. Маринку. Видел Маринку? Руины, видел ее. Ну как руину? Это же Маринка. Это ж прям... Ну ты хер с ним, что там никто никогда не будет больше жить. А смысл? Как это смысл? Имперские амбиции. Смысл. Но если кто-то себя мнит великим каким-то этим императором, там, фюрером, там, что он может все вокруг захватить, разрушить, всем все диктовать, вот тебе смысл. Ну да. Для тебя смысл, я не знаю какой. Ты с зоны хотел свалить. Понравилось? Нет, лучше бы сидел. На, гори пока-пока. Ладно, все, родная. Пока. Как будут звонки, они 1 раз в месяц. Обещали там 5 минут всего. Я наберу. А так письмо, если придет, там видно. Дальше увидим, как. Тебе придет письмо, и там видно будет. Ответишь. Все, всех обнимаю, целую. Пока. Ваша жена так многозначительно улыбается, что у меня такое впечатление, что она тупо все понимает. Что происходит? Что происходит? Кто все начал? Зачем? Ну, она же не дура у меня, она, конечно, понимает, что я когда, я, ну, как, не говорил ей, а подписал, когда, и ей пришла эта смс-ка, когда они дают эти карты. Я на ее номер сразу сделал, чтобы она видела все. И позвонил вечером. И все, она не в восторге была. Она говорит, короче, ты все равно окажешься там, где и все остальные, типа. Я говорю, нет, ну сказали же, блядь, вот так, вот так. И когда я приехал, начал машины делать, и я говорю, вот, видишь, машины, как бы, ну, я видео снимал, у меня там в телефоне было видео, ну, машины, что я делаю там, как, что. Ну, как бы, не верила она этому. Ну, и в один прекрасный, 2 недели. Нет, так, тут смысл в том, что да, ну, одни сразу попадают на 0, другие через там какой-то определенный период времени. 2 недели прошло, вот и это. Ну, у тебя 2 недели, а кому-то, кто-то целый год может где-то ну, там гаситься, в общем, его могут где-то использовать. Но все равно, да, она права, путь один. Финальный путь один. А финальный путь это либо 200-й, либо, ну, очень тяжелый 300-й, либо плен. Ну, правда, есть еще смежный вариант, 300-й и плен. Он тут видел на Да, их больничке? много. Без ног. У нас он сколько с нами приехало. С вами тоже без ноги приехали сейчас? Не без ноги, у него один хромает сильно, второй на костылях. Это здесь костыли дали. А так это... Ну да. что-то Нацисты там ж, ёпта. простреленное. Конечно, как же ж мы костыли не дадим. У нацистов это так заведено. Помощь оказать, костыли выдать, А так, накормить. так мы его оккупанта. таскали везде. Мгм. Ну и в медчасть нас водили, видели, как выезжают на каталках. Без ног курить. Да. Это вы только сейчас приехали, да, вот это 2 дня? Вчера. Вчера. Вчера, да. 15 человек вас? 13.
13 человек. Ты бурят, это вы двое уже были, да? Да. Плюс с тобой вот этот вот малой какой-то. Ну да. Угу. Еще он там Понятно, короче. много. Не, ну тут я уже завтра пообщаюсь. Что ты там на чем-то, что-то ты интересное начал рассказывать, как позвонили. Я говорю, ты скажи, не забудь, потом об этом расскажешь. Так вот я сейчас вспоминаю, сижу, просто после, Разговора. ну да, с женой у меня что-то, особенно услышал, что нахрен никому не нужен. Ну это как так? Слушай, а ты, ну, серьезно, ты же взрослый как бы парень. Ну понятно, взрослый, ну Ну, тебя отправили туда, куда отправили. Ты думал, ты нужен кому-то, что ли? вообще да. Ну а смысл? А в чем смысл вот этой вашей суперспецоперации, по которой вас там 3 пошло, 2 пошло, 5 пошло, я не знаю точные цифры. Идут, не возвращаются, половина частично возвращаются. Что это такое? Ну здесь я понял, после уже здесь когда, понял просто, что, ну, я думаю, нас отправили 3, еще и то, что водители и машины делают, вот 3. Ну, зная. Это потому, что у вас уже больше просто не было, Некому видимо, идти. кому отправлять. Закончились. Ну, там были 5 человек, но они только приехали с учебки, и у них даже никакого, вообще ничего не было. И их документально не провели. Ну, понятно. Как бы и их никто не трогал. Не, ну бурят вот этот, который перед тобой был, он хотя бы четко понимал, что их отправили как мясо для проверки боем. То есть в тот момент, когда их взяли в плен, когда ваша птичка обнаружила их и наших, кассетами начали крыть и их, и наших. Наши их просто вывели. Заскочевали и вывели. Ну, мы в блиндаже сидели, когда в этом, и, как, типа, как коридорчик какой-то. Мы в нем сидели, связаны, все. И вот она летит, когда только привели нас. Так она бахает, что аж волной. Нет, это я понял. Это я понял. Но я тоже спрашиваю, я говорю, а это что? Он говорит, это ваше. Неужели, говорит, ты думаешь, что наши, говорит, у нас, говорит, будут бомбить? Вот. И тогда, уже начал думаю, как так? Ну так. Ну, во-первых, мы пошли, да, допустим, возможно, они смотрели даже, когда нас бомбами закидывало. Ну да. Ты не понимаешь до сих пор, да? Ни помощи, ничего. Это я уже понял, что просто нас отправили не просто дойти и продержаться, а просто идите. Продержитесь, молодцы. Потому что все-таки группа пошла, еще одна, которая должна была поменять. Ну да. Потому что мне сказали ваши. Они, говорит, не дошли, они посредине поля, говорит, мы их положили, говорит, они там лежат. Конечно, я понял, что что нас просто специально отправили на разведку. И действительно, есть ли кто-нибудь там, а они были, просто окоп вот так длинный оказался. Мы здесь сидели, а они тут. И потом им сказали, видать, птичка, что там есть, когда уже эти начали. Когда пришли вот эти, они начали антенну, длинную вешать. И он потом забежал, говорит, птичка подлетела, говорит, практически на уровне на меня, говорит, посмотрела, говорит, и улетела. Скорее всего, наша, говорит, если была бы типа чужая, она бы уже скинула что-нибудь. Ну вот, к вечеру и пошла. Вы уже не представляли интереса к вечеру, после того, как вы попали в плен. Ну да. Вы свою функцию выполнили. Функции наживки? В данном случае, я думаю, да, но я не уверен, но думаю, да. Россиян используют ввиду вашего количественного преимущества, вас больше, чем нас, как бы гораздо, да? Как наживку. Или просто как мясо, на которое может не хватить просто тупо боеприпасов или рук, да, для сбросов. Да? И таким образом, оставляя горы трупов на полях,
Вы действительно можете занять какую-то позицию или какой-то населенный пункт. Это может быть. Но только пройдя то, что прошел ты, верить в то, что ты типа кому-то нужен, это прям вообще верх наивности конкретный такой. Так я в то верю, что поменяет, а жена, говорит, пишет, а я все равно числюсь. По поводу обмена, смотри. Ты проблемный чувак. Ты проблемный чувак. Как, в принципе, и все, которые попали в плен. Вы проблемные чуваки. Во-первых, вас очень легко заменить такими же, как вы. Мясо еще есть. То есть, намного проще вас заменить такими же, как вы. Еще дернуть с зоны, там, еще 10 ванек, 20, 30, 100, 1000, все равно сколько. Они есть. Да? Их закрывают за все подряд, короче. Там, вот эти у вас... отметки вот эти тупые, вот это, что ты 3 протокола составил на тебя, и ты снова на зону поехал, да, после зоны, там вот этот нагляд, да, вот эти все истории, да, то есть вот людей щемят постоянно, и им дают выбор, либо ты идешь воевать, либо ты сажаешься, и им намного проще вот таким образом, да, отработать этот механизм и прислать вас сюда еще больше, вместо тех, которые в плену, чем забрать вас из плена. Потому что если тебя заберут из плена, отправить тебя обратно повторно на второй круг, это будет намного сложнее, чем любого другого вместо тебя отправить на первый круг. Потому что тот, которого отправляют вместо тебя, ты же тоже кого-то уже поменял. Понимаешь? Ну да. Это вы как эти, знаешь, в компьютерной игре. Я не любитель играть в компьютерные игры, мне не азартный человек. Компьютерные игры. Кто-то сравнивает. Как в кино, зомбаки, знаешь, одного убивают, второй встает, убивают, второй встает. Вот такая примерно ситуация. То есть до тебя же тоже кого-то убили или кто-то попал в плен. Ты его поменял. Тебя было легко мобилизовать. Да, тебя было легко мобилизовать. Ты сам добровольно подписал то, что ты подписал. Тебя даже никто не заставлял. И таких, как ты, дохренище. А ты уже все. Тебя на второй круг будет отправить сложно, хотя отправят. Немножко поупираешься, но все равно отправят. А если тебя не отправят на второй круг, то ты вообще проблемный чувак. Потому что ты, все равно по синей лавочке кому-то расскажешь, как оно на самом деле есть. А это для них самое страшное. Больше всего они боятся у вас там, что у вас люди узнают, как оно на самом деле есть. Потому что у вас по телевизору нацисты, фашисты, натовцы какие-то тут. Я даже не знаю, притесняют всех, короче. Тут какой-то режим тут, да, вот. Что из этого всего ты видел? Ничего не видел. Представляешь? Вообще ничего. Я просто даже, Потерь нет по вашему телевизору. Все, вы всех побеждаете, всех уничтожаете. Вы уже столько у нас тут всего уничтожили, что вы уже должны были Берлин взять. У нас никогда тут столько всего не было, сколько вы уже у себя по телевизору уничтожили. И нас столько никогда не было. Но ничего. Оно хавается народом, потому что народ, как бы ему так засрали мозги, что он уже действительно не понимает, где там правда, где там неправда, короче. Это я тоже понял, что когда увидел все, как нам СМИ рассказывают и как оно на самом деле. Поэтому зачем тебя менять? Какой смысл? Тебя признавать военнопленным, забирать, работать с тобой. Тебя надо побить, тебя надо обработать, тебя надо затуркать, чтобы ты ничего никому не рассказал, чтобы ты это вот... А то или на второй круг отправился, или как-то тебя, короче, обнулить там где-то вообще потихо, чтобы проблем с тобой не было. Про это слышал. Столько, короче, проблем с тобой столько. Поэтому, да, с твоей женой особо ты общаться не хочешь. Тебя еще в список военнопленных не включили, а ей уже рассказывают, что Украина обмены задерживает. Хотя Украина готова тебя выдать хоть завтра, и для этого мы тебя показываем. А с твоей стороны часть с твоей женой говорить не хочет. Понимаешь? Да, понимаю. Конечно, понимаю. Что мы им просто не нужны.
Ты не просто не нужен, я тебе еще раз говорю, ты вообще проблемный. Ну и что они сделают? А и как оно, допустим, выход этот? Не меняют они и все. Ну вот, они все равно когда-то поменяют. ну вот показываем, вот вы рассказываете. Вот они там, ваши жены что-то ходят, там пытаются добиться. Вот какими-то неимоверными усилиями мы сдвигаем каждый обмен. Это они... 100-200 человек поменять, это просто каждый раз какие-то титанические усилия. Потом снова морозятся. А когда последний раз был? Ой, я уже даже не знаю, месяца 2 назад, наверное. Хотя вот лагерь, я не буду говорить, сколько вас тут, ну, порядочно. Вот бери прям всех и вези на обмен, вообще не вопрос. Вообще не вопрос. Это значит, за нашей стороны. Так наша сторона в первые месяцы войны, еще когда только появились пленные, уже сразу заговорили обмен всех на всех. Всех на всех. Да не важно сколько. Ваши там рассказывают, что наших там 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч. Ну, в общем, все как обычно. Не знаю, я так не думаю. Я думаю, что количество пленных приблизительно одинаковое. А если даже оно с какой-то стороны в 2 раза больше, это не играет никакой роли. Взяли и поменяли. Ну, я тоже так думаю, что просто обмен всех на всех и все. Да. Поменяли и все. Да. Ну так это... Здесь ничего такого нет. Но только они на это не пойдут. Потому что нашими пленными они там манипулируют, шантажируют, там что-то там судят. А вы им просто не нужны.